Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, кто-то пытается замести следы. Десятилетиями маньяки, хакеры и гениальные грабители играли в кошки-мышки с полицией и побеждали. Они не оставляли отпечатков, свидетелей и улик. Они думали, что продумали все до мелочей, создавая иллюзию идеального преступления. Как такое вообще возможно? Мы живем в эпоху, когда ваш телефон знает о вас больше, чем ваша мама. Но люди продолжают верить, что могут стать невидимками. Сегодня ваш главный враг – это не детектив с лупой, это вышка сотовой связи, метаданные вашей фотографии и ДНК на окурке, который вы выбросили 40 лет назад. Добро пожаловать на канал «Архив теней». Чтобы показать вам настоящую изнанку современного следствия, мы проанализировали десятки уголовных дел от США до Японии и Кореи, поговорили с криминалистами и разобрали терабайты судебных отчетов. Миф о неуловимом преступнике уходит в прошлое. Раньше злодеи могли просто сжечь одежду и залечь на дно. Сегодня же каждое дело – это гонка между высокомерием преступника и безжалостной цифровой памятью серверов. Давайте посмотрим, как самые продуманные планы рушатся из-за одной крошечной детали, которую они забыли учесть. Любое расследование начинается с иллюзии нормальности. Февраль 2017 года. Тихий, уютный городок Делфи в Индиане. Две школьницы, 14-летняя Либби и 13-летняя Эбби, отправились погулять к заброшенному мосту Хай-Бридж. Это была безобидная прогулка в выходной день, но домой девочки так и не вернулись. На следующий день их тела обнаружили в отдаленной лесистой местности. Преступник действовал жестоко и, казалось, безупречно. Никаких свидетелей. Но он не учел одного – гаджеты жертв становятся главными свидетелями обвинения после их смерти. Либби, чувствуя опасность, успела незаметно достать телефон. Она не только сняла нечеткое видео мужчины, идущего за ними по мосту, но и спрятала смартфон в карман, включив диктофон. Качество было плохим, но техника позволила извлечь леденящий кровь голос палача, и всего 3 слова. «Вниз по холму». Эта цифровая улика, оставленная невероятно храброй девочкой, стала ядром следствия, которое спустя годы привело к аресту подозреваемого Ричарда Аллена, скрывавшегося у всех на виду. Но что если преступление совершается не в лесу, а в глубокой сети? В августе 2014 года разразился крупнейший скандал, который показал, в уязвимы абсолютно все. Неизвестные хакеры взломали облачные хранилища и выложили в сеть сотни приватных фото мировых знаменитостей, включая Дженнифер Лоуренс, Скарлетт Йоханссон и Кирстен Данст. Это событие окрестили «The Fappening». Казалось, за этим стоит международный синдикат гениев киберпреступности. Доступ разрешен. ФБР подняла по тревоге десятки агентов. Хакеры использовали фишинговые письма, маскируясь под службу безопасности Apple, и методично подбирали ответы на секретные вопросы, изучая биографии звезд в Википедии. Но аррогантность сыграла с ними злую шутку. Люди, взломавшие Голливуд, попались на смешных бытовых ошибках. Один из них, Эдвард Майерчик, оплачивал свои фишинговые домены с аккаунта PayPal, который был привязан к его реальному банковскому счету. Другой хакер, Райан Коллинз, скачивая чужие резервные копии объемом в десятки гигабайт, целых 12 раз забыл включить VPN. Он оставил в лобах серверов Apple свой реальный IP-адрес домашнего провайдера в Пенсильвании. Вывод прост. Гении технологий тоже сыплются на глупых мелочах. Время – главный враг тайн. Если раньше висяки отправлялись пылиться в архив навсегда, то сегодня наука работает как генетическая машина времени. Июль 1973 года. 11-летняя Линда О'Кифф шла домой из летней школы. Свидетели видели, как девочка остановилась поговорить с водителем бирюзового фургона, села внутрь и бесследно исчезла.
Улик было катастрофически мало, преступник растворился, и дело зашло в тупик на долгие 45 лет. В 2018 году полиция сделала невероятный ход. Используя новейшую технологию фенотипирования ДНК, специалисты из лаборатории Парабон создали портрет убийцы по микроскопическим следам биоматериала, предсказав цвет его глаз, волос и форму лица спустя полвека. Параллельно полиция начала вести твиттер от лица самой Линды, поминутно описывая ее последний день. Это взорвало интернет. Вскоре генетическая генеалогия вывела детективов на дальнего родственника убийцы в базах данных ДНК. Преступником оказался 72-летний Джеймс Нил. Полиция установила за ним слежку и арестовала его, когда он выбросил окурок на парковке. ДНК на окурке поставила точку в идеальном преступлении прошлого века. Но самое жуткое – это когда преступники смотрят такие же видео, как наши, и изучают чужие ошибки. В мае 2023 года 20-летняя Чон Юджон из Южной Кореи решила воплотить свои знания в реальность просто для того, чтобы узнать, каково это – лишить человека жизни. Она месяцами изучала криминалистические технологии в интернете и брала в библиотеке книги о том, как прятать тела. Она нашла ничего не подозревающую жертву репетитора, переоделась в школьную форму и совершила задуманное. Юджон была уверена, что все спланировала. Однако, переодевшись в одежду жертвы, она несколько раз прошлась перед камерами видеонаблюдения. Решив избавиться от улик, она вызвала такси посреди ночи и поехала к реке с тяжелым чемоданом. Бдительный таксист заподозрил неладного, когда девушка вернулась из леса с заметно полегчавшим багажом и тут же позвонил в полицию. Следователи просто открыли ее поисковую историю в браузере, и идеальный план окончательно рухнул. Мир стал абсолютно прозрачным. Скрыться в ночном лесу, протереть дверные ручки от отпечатков пальцев или смыть следы больше недостаточно. Идеальных преступлений больше нет, потому что мы сами ежедневно добровольно документируем каждый свой шаг. Сегодня ваш смартфон, ваши умные часы и даже ваш маршрут в навигаторе – это ваши лучшие защитники. Но для преступника это самые строгие прокуроры. Будьте осторожны. И помните, что безнаказанных не бывает. Подписывайтесь на канал «Архив теней», чтобы не пропустить новые глубокие погружения в загадки нашего мира. До встречи.